Как выбрать сварочный аппарат для дома, для дачи, для гаража, для работы, да вообще для всего что угодно. Мы сейчас говорим про ручную дуговую сварку, про ММА. Обыкновенная сварка с электродом. Это видео своего рода инструкция. Я буду рассказывать, какие есть характеристики, какие есть бренды, на что стоит обратить внимание. Также это видео не только для профессионалов, в основном даже я бы сказал, это видео для простых мужиков, для простых парней, может для кого-то, для пенсионеров, те, кто только учится сварочному делу, сварочному производству, те, кто хотят себе купить сварочный аппарат, но не понимают, какой же его купить, потому что на рынке их большое количество, мы заходим в любой магазин по сварочному оборудованию, либо там на любой сайт заходим, все инструменты, 220 вольт, Тиберис, и там громадное количество сварочных аппаратов. Но задача простая, элементарная. Как взять и какой купить себе сварочный аппарат, чтобы он выполнял те функции, которые вы на него возлагаете, чтобы он исправно работал, не ломался и так далее. Как я уже сказал, это видео не только для профессионалов, но и для простых вообще людей. Также хотел сказать, что в этом видео я буду рассказывать именно про инверторные сварочные аппараты. То есть мы знаем, есть трансформаторные аппараты, есть инверторные. Трансформаторные, это как прошлый век, это было бы актуально это видео снимать там лет 10-15 назад. Сейчас в основном только инверторы. И по своему опыту, и вообще если там два слова сказать про инверторы, инвертор гораздо лучше. Если раньше были там таблицы сравнения, что лучше взять, трансформатор или инвертор, конечно же лучше инвертор. Во-первых, дуга горит гораздо стабильнее, гораздо четче, гораздо лучше. Во-вторых, гораздо больше функционал у инверторных сварочных аппаратов. Можно и сваривать любыми электродами, разные металлы. Регулировка тока гораздо лучше у инверторов. Также разбрызгивание меньше. В общем, тут одни сплошные плюсы. Если раньше некоторые приводили доводы, то что вот трансформатор, он гораздо проще, надежнее, более ремонтно пригоден, то теперь в наше время, во время технологий, вообще в реальной ситуации, там 2022 год, инверторы очень сильно выросли, и сейчас даже, не знаю, мое мнение, даже не стоит рассматривать брать трансформаторы. Потому что, опять же, как мне кажется, да и, наверное, это реально так оно и есть, и многие сварщики, наверное, подтвердят, если там, не знаю, закрыть два сварочных аппарата, один трансформатор, другой инвертор, и я начну сваривать трубу, металлоконструкцию, да все что угодно, и я прям по дуге смогу определить, на чем я сейчас свариваю, на инверторе, либо на трансформаторе. Тем более для новичков гораздо проще, гораздо удобнее. Все-таки это, конечно же, инвертор, потому что там много функций, и я все перечислил. Там и разбрызгивание, и контроль дуги, и дуга горит стабильнее. В общем, я сейчас буду говорить только про инверторные сварочные аппараты. Вернемся к задаче. Задача стоит купить сварочный аппарат. Допустим, я об этом вообще ничего не знаю. Я сейчас говорю от лица человека, который смотрит это видео. Я в сварке вообще начинающий, пару видеороликов посмотрел, там у соседа в гараже есть сварочный аппарат, там может у моего отца был сварочный аппарат, я где-то видел и прекрасно понимаю, как сварка, там это маска, это электрод, это сварочный аппарат, и мне нужно купить сварочный аппарат. Но, как я сказал, рынок сейчас большой, выбор громаднейший на рынке, и что же купить именно? Давайте пробежимся по характеристикам, основные моменты и нюансы. Первое, что это напряжение. Естественно, если мы выбираем аппарат для ручной дуговой сварки, ММА сварки, напряжение 220 вольт, то есть однофазное от розетки. Но тут заключается момент в том, что гораздо лучше, если в технических характеристиках и на аппарате, в инструкции, либо в его описании написано то, что этот сварочный аппарат может работать при напряжении плюс-минус 10% или еще лучше плюс-минус 15%, а вообще высший класс. И лучше всего, если он работает при просадках сети плюс-минус 30%. Это прям пишут в технических характеристиках. Почему я это говорю? Потому что, как на практике бывает, то есть 220 вольт это такая величина, которая чисто теоретически, по факту, я не знаю, дома у нас, если мы прямо сейчас измерим в розетке, очень-очень редко бывает 220 вольт, прям номинальные. Все время либо плюс, либо минус, а где-нибудь в гараже, на даче. Если мы еще используем длинные удлинители, если у нас еще длинные сварочные кабеля. В общем, там очень-очень много нюансов, и сеть постоянно прыгает. То есть гораздо лучше, когда у аппарата есть функция, там плюс-минус 30%, когда он может работать с пониженным напряжением, либо с повышенным наоборот. Иногда даже на аппаратах пишут PFC, это Power Factor Corrections. Это дополнительный трансформатор в сварочном аппарате ставится. Это для просадок, для пониженного напряжения. В общем, это большой-большой плюс. Также хотел сказать по опыту, то, что если поговорить с любым сервисным инженером по сварочному оборудованию, на самом деле
70% неисправности сварочного оборудования заключается в просадках напряжения. Либо оно ниже, либо оно выше. Ну, то есть представьте, 70% это большая такая цифра, то, что сварочное оборудование в основном в 70% ломается из-за того, что из-за просадок напряжения. И это не только касается там каких-то китайских брендов, европейских, там, либо наших российских брендов, да это вообще всего оборудования в мире. Потому что скачки напряжения очень сильно влияют на работоспособность сварочного аппарата. Ну, опять же, такой пример, то, что вы сегодня пришли в гараж, либо на дачу приехали, и у вас может быть просадка, и вы зажгли сварочную дугу, начинаете выполнять работу, вы видите то, что, ну, не то сейчас напряжение, вы прям чувствуете это по дуге. Да, там можно поработать 5, 10, 20 минут, но, естественно, в таком режиме, чтобы постоянно была просадка, нежелательно работать, и так аппарат гораздо быстрее выйдет из строя. То есть, первое я сказал, это наличие таких характеристик, как PFC, либо просадка с пониженным напряжением, там плюс-минус 10, 15, либо 30%. Второй такой пунктик, это ампераж. Ну, то есть регулировка тока. От скольки до скольки регулируется ток. Естественно, самое хорошее, это вот сейчас мы, допустим, рассматриваем аппараты для ручной дуговой сварки на 200 ампер, однофазные. Если там ток регулируется, грубо говоря, там от 15 ампер до 200 ампер, это хорошо, естественно. Если ток там регулируется от 70 там, или от 60 там, до 200, это уже чуть похуже. Ну, потому что по факту у нас получается, что, допустим, электрод тройка, для того, чтобы сваривать электродом тройкой нам нужен сварочный ток где-то 70-80 ампер. Если мы свариваем четверкой, то там около 100 плюс-минус, там 20 ампер. Если электродом диаметром 2 либо 2,5 мм, там где-то около 50-40 ампер. Ну, то есть, естественно, гораздо лучше, гораздо хорошо то, что если есть у аппарата такая функция, как можно меньше минимальный ток. И, кстати, еще хотел сказать то, что иногда я встречаю на рынке и продают такие сварочные аппараты, когда он однофазный и когда в нем заявлено то, что у него регулировка тока до 270 ампер, либо до 300 даже ампер, либо там 250 ампер. Но тут есть чистая физика. Там невозможно из однофазной сети сделать так, чтобы аппарат выдавал там чистые, настоящие там 250 ампер. Такие аппараты есть, но их мало, и они профессиональные, и они стоят очень-очень много. Там, как сказать, там дополнительные есть дроссели ставят. Ну, там, в общем, дополнительные приспособления. Но там китайский аппарат какой-нибудь, там, не знаю, массой 3 килограмма, который стоит, там, Люра, Мерлен, там, 2000 рублей, на нем написано 250 или 270 рублей, естественно, это, 270 ампер он выдает, естественно, это немножко не так. Это завуалирование, это, ну, такой, да, это чисто воды обман, на самом деле, потому что есть физика. Опять же, мой совет, если вы берете аппарат для ручной дуговой сварки, берите на 200 ампер, берите лучше с запасом, не берите на 160 ампер, не берите на 180, либо там 250 ампер, либо 270, это немножко не то. Берите именно на 200 ампер. 200 ампер вам вполне хватит для работы электродом двойка, тройка, четверка, пятерка, там даже пятерка вам спокойно хватит. А как будет работать этот сварочный аппарат при пятерке, при ПВ, я сейчас чуть позже об этом расскажу. Следующий пункт, на который я бы обратил внимание, который очень важный пункт, это, многие профессионалы и многие любители этот пункт, как сказать, ну, пропускают мимо ушей, не заостряют на нем внимание. Это напряжение холостого хода. Это очень важная характеристика при ручной дуговой сварке. И в среднем она на аппаратах бывает примерно 50, 60 вольт, на некоторых 70, на некоторых 80, на некоторых даже есть 100 вольт или 90 вольт. В общем, чем выше напряжение холостого хода, тем лучше. В идеале, чтобы напряжение холостого хода было около 90 вольт. Напряжение холостого хода влияет на поджиг самой дуги. То есть, если у нас металл грязный, ржавый, если у нас электрод сырой, если у нас там, опять же, длинный кабель, длинная там, не знаю, переноска, если у нас длинные сами сварочные кабеля, кабель масса и держак, там, не знаю, 5-10 метров, то напряжение холостого хода тут очень сильно влияет. И лучше, когда эта характеристика примерно около 80 вольт. Опять же, если она около 60 вольт, это, опять же, это нормально, это хорошо, но не ниже 50. Также хотел сказать то, что хорошо, когда на аппарате есть функция ВРД, это снижение напряжения холостого хода. Это когда вы свариваете, там, не знаю,
в мокрую погоду, в какой-то емкости, когда есть большая вероятность, то, что вас может ударить током, вы просто включаете эту функцию, и во время поджига дуги напряжение холостого хода падает там до 36, до 40 вольт. В общем, функция ВРД. Вы можете посмотреть в интернете, как она правильно, неправильно, как она работает более обширно. Сейчас не буду на этом заострять внимание. В общем, хорошо, когда эта функция есть. Допустим, в своей работе я ее часто применял, потому что я там работал, не знаю, около 5 лет сварщиком на трубе, на металлоконструкциях, даже больше. И часто меня очень било током. И когда там в сырую погоду, когда идет снег, либо дождь, конечно же, там нельзя выполнять сварочные работы. Ну, иногда есть задача, которую нужно выполнить. И когда я включал эту функцию, ну, грубо говоря, меня не било током. Это, конечно, там не такой сильный разряд, там прям руки отрывает. Нет, там минимально. Ну, ты все равно чувствуешь это, когда тебя бьет там минимально током, и это неприятно, и это, естественно, вредно для здоровья. Естественно, там у кого проблемы с сердцем, да также может на это очень сильно влиять. В общем, хорошо, когда эта функция есть. Если ее нет, ну, если вы соблюдаете технику безопасности, то можно спокойно работать и без нее. Опять же, эта функция там в процентах только, наверное, на 20, может быть. Эта функция считается более такой профессиональной. Для дома, для дачи, в хорошую погоду, при соблюдении мер безопасности, можно и спокойно сваривать без этой функции. Дальше хочу сказать про КПД. Часто пишут на аппаратах КПД 80, 90%, 60%. Эта функция КПД, она более такая, это как функция, она на самом деле там физическая, более правильно ее называть там косинус фи, там 82, 86. В общем, на нее хорошо, когда она высокая, но на нее не сильно стоит обращать внимание, потому что, допустим, на большинство китайских аппаратов эту функцию завышают. На европейских аппаратах она где-то там 80, 96, 90. В общем, хорошо, когда эта функция КПД, косинус фи, она приближается к 100. Но если, опять же, если это показатель 60, то это нормально. Дальше, следующий пункт, очень важный такой пункт, это ПВ. Это период, по-разному все называют, продолжительность нагрузки, процент нагрузки, период включения. Есть такая методика, она обозначается там 60, 30%, 100% о измерении ПВ. То есть 10-минутный цикл. И сколько в 10-минутном цикле при температуре 40 градусов Цельсия сварочный аппарат будет работать. То есть 6 минут он будет работать, 4 минуты он будет отдыхать. Либо это ПВ 60%, либо он будет 8 минут работать, а 2 минуты отдыхать. Это ПВ 80%. ПВ можете посмотреть на шильдике любого сварочного аппарата. Там будет написано, сколько у него. 30, там 40, 60, 80. У некоторых 100% ПВ. То есть, естественно, хорошо, когда ПВ 100%, когда вы можете работать электродом там, 4, там, либо 5 на токе 200 ампер и прям 10 минут без перерыва. То есть аппарат не уйдет в защиту, аппарат будет спокойно сваривать эти 10 минут. Но, опять же, тут такая палка о двух концах. Дело в том, что при ручной дуговой сварке электрод у нас короткий, он у нас не бесконечный. Естественно, когда мы начинаем сваривать, мы электрод свариваем, это примерно там, минута, полторы, две, там, ну не знаю, это прям максимум 2 минуты. Естественно, потом нам нужно время заменить электрод. Ну, то есть, это сейчас говорю к тому, что даже ПВ 60% это хорошо. Также хотел сказать то, что на многих европейских брендах, вот, допустим, там на ЕВМ, на Линкольне, там, на Чиборе, на Чие, мы видим то, что ПВ по факту написано там 25%, 30%, и это нормально. И этого ПВ, там даже на сварочных аппаратах Кемпи из Финляндии написано ПВ, там 25% при ручной дуговой сварке. И не стоит этому показателю пугаться. Многие думают, мне нужен ПВ только 100%, и все, я хочу сваривать постоянно в 10-минутном цикле, чтобы электрод у меня вечно горел. А на Кемпе почему-то и на Линкольне, и на Миллере пишут в официальную инструкцию ПВ 25%. Дело в том, что этого вполне хватает, это вполне нормально. Тут опять же есть и китайские бренды, которые по факту ПВ там 25-30%, а они пишут шильдики ПВ 100%, можно сваривать. И мы начинаем сваривать, и там после, не знаю, 10-го электрода, либо 15-го электрода аппарат уже уходит в защиту, моргает лампочка, либо он сам выключается, работает уже неисправно. Ну, то есть ПВ тут больше
привязка идет к бренду. Если этот бренд всеми известный, и если это европейский бренд, там пишут настоящий, честный ПВ. Если это бренд китайский, там часто пишут завышенный ПВ. Если это бренд фабричный Китай, там пишут, опять же, настоящий, нормальный ПВ. И также ПВ многие... Вообще есть определенный в России ГОСТ для измерения ПВ, и там указана температура именно при 40 градусах Цельсия. А многие производители сварочного оборудования, как китайские, российские, европейские, некоторые хитрят и проводят испытания при 20 градусах Цельсия. И тем самым ПВ увеличивается. Ну, то есть при 20 градусах Цельсия ПВ у нас, допустим, там 60%, а при настоящем ПВ, при 40 градусах Цельсия, ПВ всего лишь там 40 или 30%. В общем, обращайте внимание на ПВ. Естественно, хорошо, когда ПВ 100%. Но когда ПВ у нас 60% либо 40%, это опять же это нормально. Тут мы уже сравниваем уже бренды и сами модели. То есть сильно об этом не пугайтесь. Дальше следующая такая характеристика и важный момент — это разъемы на сварочном аппарате. Это мама-папа, как их называют, СКР, там также их обозначают. Разъемы бывают там 10-25, либо 35-50. 10-25 это маленькие разъемы с маленьким таким кабелем, это площадь сечения. Мое мнение, лучше уж брать для ручной дуговой сварки на 200 ампер для дома, для дачи, чтобы на аппарате были разъемы 35-50 СКР. Они более мощные, они более надежные, они более лучшие на самом деле. Потому что 10-25 это более такие бытовые, а 35-50 СКР это более профессиональные, они более надежные, как я уже сказал. Тут опять же простая физика, тут ничего такого нет. Лучше уж брать разъемы 35-50. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на комплектацию. Часто бывает то, что, даже не часто, а вот, допустим, там в китайских сварочных аппаратах сразу же в комплекте идет это кабель масса, там 1,5 метра и держак 1,5 метра. Гораздо лучше, конечно же, когда не 1,5 метра длиной, а 3 метра. И опять же, по факту говорю, то, что на самом деле даже 3 метра мало, и когда люди покупают себе сварочный аппарат, там через неделю работы они сразу же выкидывают стандартную кабель массу и держак, там 1,5 метровый, либо 2-метровый, либо 3-метровый, и делают себе 5-метровый. 5-метровые это более удобные. И меняют, там обычно кабель масса, это обыкновенная прищепка. Там она не медная, а в основном там полуалюминиевая идет. И люди берут уже, прищепка такая, не совсем хорошего качества. И люди уже потом дополнительно себе покупают нормальную, хорошую прищепку, либо вообще магнитную клемму заземления ставят кабель массы. Тут уже на выборы, либо там струбцину себе делают. То же самое по держаку. У держака тоже там бывают в форме они прищепки. Эти держаки, которые китайские идут в стандартной комплектации, мне они не очень нравятся. Я себе сразу же беру там ESAB Handy, такой держак, где у нас вкручивается электрод и зажимается. Он, на мой взгляд, гораздо удобнее. То есть тут опять для каждого. Вы это сами все поймете с опытом, со временем, то, что какой держак удобный для вас именно, какой неудобный, какой тяжелый, какой легкий. То же самое по прищепке, по кабель массе и по длине кабелей. Мое мнение, я все время себе переделывал длину кабелей, кабель масса и сам держак 5 метров. Естественно, чем длиннее кабель, тем больше у нас потери. Поэтому мы и берем аппарат на 200 ампер с хорошим ПВ. Чтобы мы могли спокойно там электродом 4 сваривать, даже на длинные переноски. И там у нас был ток этот 120 ампер, и у нас стабильно горела дуга, у нас не было с этим проблем. Также я хотел обратить внимание, следующий такой пункт очень важный, про гарантию. Потому что сейчас очень большой выбор гарантий. То есть есть на сварочные аппараты гарантия 6 месяцев, есть год, есть 2. На многие китайские сварочные аппараты, европейские, там 5 лет гарантии. Естественно, лучше брать на аппарат, где 5 лет гарантии. Но перед этим, смотря где вы покупаете сварочный аппарат, вот прям пришли в магазин, либо вы пришли там какой-то сварочный магазин, либо там на сайте всех инструментов, Тиберис, там 220 вольт, Озон, там Вайберис, неважно. Прям спрашивать, что будет, если у меня этот аппарат сломается, какие действия, с кем мне уже решать вопросы. Там, где я купил, либо напрямую с сервисным центром, либо напрямую с фирмой-производителем, точнее дистрибьютором в России, кто привозит это сварочное оборудование, чтобы для вас было четкое понимание, что делать, если он сломается. И опять же, внимательно читайте гарантийный талон и инструкцию.
Что считается поломкой, что не считается поломкой. Если вы скрываете сварочный аппарат для того, чтобы просто элементарно его продуть, это считается то, что снятие с гарантии или нет? То есть все эти вопросы задавайте менеджерам, продавцам, тем людям, у которых вы покупаете сварочное оборудование, чтобы у вас уже остался пунктик такой, что вы будете конкретно делать, если он сломается. Потому что не бывает идеального оборудования, которое работает, там, не знаю, 10, 15, 100 лет, и которое не ломается. Все оборудование ломается, любое оборудование ломается. Это от многого зависит, и от напряжения, и от человеческого фактора, и от условий эксплуатации. Ну, то есть, опять же, это нормально, там ломаются и европейцы, и китайские, и наши, чтобы у вас было понимание. По гарантии это важный пункт. Следующее, это масса. Дело в том, что с приходом инверторов у нас, естественно, масса сварочных, если у нас трансформаторы, там, ВД, весили сварочные аппараты, там, не знаю, 50, 100, 150, я даже видел, ну, блин, я на них работал, на этих аппаратах, 150 килограмм, то инверторы у нас весят 3. Некоторые в Leroy Merlin, опять же, приходишь, и там на сайте можно найти 2 килограмма весит сварочный аппарат, некоторые килограмм весят, некоторые 5 килограмм, 10 килограмм. Это сейчас говорю про аппарат для ручной дуговой сварки на 200 ампер. Ну, то есть тут уже, естественно, аппарат, который весит килограмм, их стоит там 3000 рублей в Leroy Merlin, либо там еще где-нибудь. Вот он не совсем честный будет выдавать технические характеристики, не совсем честный ток. Тут лучше брать среднее значение, там, от 3 килограмм и выше. Опять же, тут нужна также еще и привязка к бренду. То есть, если это какой-то no-name Китай, который вы в первый раз видите, который вы вообще не знаете, что это такое, либо это фирменный, нормальный Китай, который, там, не знаю, наподобие Сварог, Аврора, Foxweld, Хугонг, там, да, все что угодно, сейчас там Гровер, сейчас большое количество, это хороший, нормальный заводской Китай, Фубак, где вы купите сварочный аппарат и там будут реальные технические характеристики. Ну, слово реально, это опять же сейчас очень много видео, на каждый аппарат сейчас можно там найти видео, то что он там, где написано якобы там и 100%, и выдает 200 ампер, но можно в интернете найти видео и самим посмотреть. Тут очень важно вот методики, как сказать, как проверяют эти сварочные аппараты, потому что тут очень много хитростей и нюансов. Если вернуться опять же к весу, то берите стандартный вес, который вам будет приемлем. Ну, не берите аппараты, которые весят 1 килограмм, либо 1,5 килограмма, либо 2 килограмма. Это немножко фантастика. Нормально там аппарат весит от 3, там, не знаю, до 12 килограмм для ручной дуговой сварки на 200 ампер. Следующий пункт, который хотел сказать, это потребляемая мощность в КВТ. Ну, на самом деле, это такой, с одной стороны, и важный пункт, и не очень важный, потому что физически его измерить, КВТ, это тоже очень-очень сложно, и многие пишут погоду, если честно, и как и китайские бренды, и наши отечественные, и там некоторые европейцы пишут. Ну, в общем, тут средний там от 4 там, до 8 КВТ. И тут нет такой четкой привязки. Есть функции гораздо, есть пунктики при выборе сварочного аппарата, которые гораздо важнее. Берите среднее значение потребляемой мощности КВТ. Также очень важный такой показатель, пункт, это класс защиты IP. Есть такая прям таблица IP21, IP23, потом класс изоляции, F, S, там что это значит. В общем, идеальный вариант, когда вы берете там на многих европейских сварочных аппаратах, когда написано IP23. То есть это такой хороший промышленный класс защиты. Если будет IP21, это опять же тоже хорошо. Потому что, как я сказал, то, что многие там китайские аппараты пишут IP23, но по факту у них там вообще IP20. Китайские аппараты заводской, именно Китай, такой хороший Китай, там пишут по правде IP21. Опять же, и это нормально. И многие отечественные аппараты IP21. То есть тут, если IP23 вы нашли, это хорошо. Если у вас бюджет позволяет купить IP23, в будущем вам, ну, это лучше влияет на работоспособность и на долговечность сварочного аппарата. Так, дальше. Следующий пункт, который хотел сказать, это функции, которые есть на сварочном аппарате. На инверторах сейчас часто встроены антистик, hot start, arc forks. Немножко пробегусь по этим функциям. Антистик — это хорошая функция, и она классно работает. На инверторах она есть. Это когда мы свариваем электродом, и когда у нас электрод начинает прилипать, это антизалипание, антистик. Чтобы у нас электрод не прилипал, эта функция, как сказать, работает для того, чтобы электрод у нас элементарно не прилипал. В работе она очень-очень хорошо помогает. И хорошо, когда эта функция есть на этом сварочном аппарате, и когда она встроена. Это классно, это чувствуется, когда ты свариваешь. Также функция, допустим,
форсаж дуги, Arc Forks. Иногда эта функция бывает встроенная, иногда есть отдельный тумблер, регулировка по этой функции. Эта функция для того, что когда мы свариваем, у нас длина дуги там, от 2 до 6 мм, и как только у нас длина дуги там, 6 мм, она чуть-чуть, она уже вот сейчас уже приживется. Эта функция для того, чтобы она накидывает напряжение, чтобы у нас сохранилась эта дуга, чтобы она не гасла. В общем, в работе это удобная очень функция. И также функция Hot Start. Это когда мы только вот берем первый электрод, прикасаемся, начинаем сваривать, это чуть-чуть повышение напряжения, чтобы электрод у нас лучше зажегся. Как только у нас дуга зажглась, у нас снова напряжение становится в норме. В общем, хорошо, когда эти функции есть, и они на самом деле классно помогают в работе. Плохо, когда их нету. И тут еще такое, тоже иногда бывает такое, то что когда у многих китайских аппаратов я это встречал, когда эти функции заявлены, но, к сожалению, они не работают. И тут же опять нужно обращаться именно к брендам. Именно бренды, которые давно на рынке, которые многим известны, которые более-менее честные технические характеристики. Это не тот сварочный аппарат, который весит 1,5 килограмма, который стоит 2000 рублей на 250 ампер, и в котором сразу же все эти три функции есть. Скорее всего, это не так. Функции очень важны этим. Следующий пункт – это цифровая индикация. Это я говорю про то, что на сварочном аппарате про тумблер, про потенциометр, про эту крутилку. На некоторых у нас просто есть шкала, там, не знаю, 20, 30, 40, 100, 200 ампер, и мы регулируем, как будто бы в попугаях, и мы не видим четкое значение. Это не совсем удобно. Хорошо, когда есть индикация, когда мы прям видим вживую, когда, там, не знаю, 30-40 ампер, там, 200 ампер. Это очень-очень удобно, когда вы сварили определенно, когда вы купили пачку электродов, вы уже под нее подобрали определенный ток, у вас определенные условия. И вы можете, там, не знаю, через неделю, через две спокойно достать сварочный аппарат и не подбирать снова режимы, а сразу же выставить то значение сварочного тока на индикации. Ну и просто сократить время. Это просто, на самом деле, это удобно очень, когда есть цифровая индикация. В общем, наверное, все. По пунктикам тут пробежался. В этом видео я рассказал основные параметры, основные нюансы, основные фишки, технические характеристики на сварочных аппаратах, которые есть и которые стоит рассматривать и на что стоит обращать внимание при покупке любого там аппарата для ручной дуговой сварки на 200 ампер. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Если у вас есть какие-то вопросы, либо я что-то пропустил, потому что, скорее всего, я что-то пропустил, то пишите в комментариях, делитесь своим мнением. Все. Всем желаю хорошего дня. Всего доброго. До свидания.